Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. На вашем экране я, Саша Карельский. Спасибо, что не переключаете. У меня для вас готов философский выпуск. После выхода в свет нового клипа Димаша «Кайран Елим» не на шутку активизировались многие деятели культуры и искусства. А это значит, что Димаш попал в самую точку. Сегодня я поделюсь с вами философскими размышлениями нашего доброго друга, музыканта, философа Мурата Рена из Кыргызстана. Вы наверняка уже видели выпуски с его участием на нашем канале. Если нет, то обязательно загляните на огонек. Вам будет очень интересно. А мы начинаем. В «Кайран Елим» Димаш впервые проявил свою гражданскую позицию в таком трагическом ключе. Первый похожий опыт у него уже был в Самалтау, но там речь шла о конкретном временном событии. И хотя та песня уже контрастировала с ранее патриотично настроенными песнями, которые он исполнял, Самалтау не обобщала события столетней давности, оставаясь в локальном временном отрезке тех лет. А вот в «Кайран Елим» нет привязки к какому-то конкретному событию. Димаш отображает историю своего народа. Прошлое и настоящее накладываются, соотносятся друг с другом, создавая одну общую линию, уходящую глубоко в века. Большой интерес к клипу вызывает и тот факт, что дополнительно Димаш в нем предстал в новом облике, выступив сорежиссером. Потрясающие картины природы, батальные сцены – все снято органично. Смена образов и развития происходят в неразрывной связке с музыкой и текстом. И как всегда у Димаша мы наблюдаем одну большую кульминацию и безукоризненно выстроенную форму. Ну и наконец самое главное – это любовь. Начиная с первой фразы и до последнего слова, сколько в его голосе любви. Выражая боль и страдания народа, он вкладывает всю свою любовь, как бы желая облегчить тяжесть переживаний родных людей. Отдавая всего себя, он готов принять на себя все страдания любимого народа, как сегодняшних дней, так и все прошлые страдания, накопившиеся на протяжении многих веков. Но последний аккорд звучит в мажоре. Это маленькая тихая надежда на лучшее. В этом клипе засверкала новая грань бриллианта Димаша. Димаш взрослеет. После такой заявки и продолжая в таком духе, он вскоре станет для своего народа непререкаемым авторитетом. И это так. Я думаю, что каждый народ нуждается в таком авторитете. В Киргизии, например, таковым стал Чингиз Айтматов. Такие люди способны оказывать огромное влияние на народ, поддерживать его дух и указывать направление общего стремления. Как и человек, народы тоже должны проходить свой путь развития, который в конечном итоге должен привести туда, где действует единый закон универсальной энергии. Достигнув этой цели, народ сможет избавиться от страданий, так как там, где действует единый закон, нет добра и зла, а это значит, что никто не будет страдать. Добро и зло не существуют сами по себе, их создают сами люди, своими разными мыслями и действиями, желаниями и опасениями. В этом сообщении Мурат Рена затронул очень интересную мысль о том, что каждый народ и каждая личность должны пройти свой собственный путь развития. Далее Мурат поясняет, что он конкретно имеет в виду. Каждый народ создает свой собственный эгрегор. Здесь, я думаю, потребуется небольшое пояснение. Эгрегор – это энергоинформационное поле, которое является вследствие скопления достаточного количества энергии одинаково мыслящих людей. Сама этимология слова происходит от древнегреческого языка и буквально переводится как «бодрствующий». Так вот, каждый народ создает свой собственный эгрегор, который зависит от концентрации негативных и позитивных настроений в конкретном месте и начинает влиять на всех, даже на тех, кто не участвовал в его создании. Хорошо, когда эгрегор позитивный, так как в этом случае он оказывает свое благотворное влияние также и на негативное меньшинство. По всей видимости, над казахским народом нависает тяжелый негативный эгрегор, который Димаш почувствовал, и у него возник этот порыв, в котором он так глубоко и искренне выразил свое участие и сопереживание с народом.
Он никого не обвиняет. Показывая прекрасную природу, разнообразную, манящую своей красотой, он как бы спрашивает, почему окруженный таким богатством народ веками продолжает испытывать боль? Как долго это будет продолжаться? Неужели это никогда не закончится? Я вас всех люблю. Но вы должны задуматься над тем, что мешает изменить жизнь, сделать ее добрее и лучше. Человечество должно научиться жить в гармонии с законами природы и Творца, чтобы понятие добра и зла исчезло и осталась только любовь, как энергия Творца, как основа всех действий и желаний человека. После того, как люди научатся жить в гармонии с законами природы, следующим шагом должно стать их стремление к единому закону универсальной энергии, где понятие добра и зла исчезает и остается только любовь, как энергия Творца, как основа всех действий и желаний человека. Путь к единению с универсальной энергией каждый народ должен проделать сам, но сначала должно быть понимание того, что является источником всех страданий. Для этого необходимо распространять знания о законах природы. Надо создавать мощный, позитивный эгрегор, который своей энергией захлестнул бы весь народ. Каждый человек должен начинать этот путь с себя, менять свое мышление, контролировать свои поступки, заражать окружающих позитивом, вовлекая их в действие, которое приведет к эффекту увеличения энергии в геометрической прогрессии. Во Вселенной существует тысячи других цивилизаций, которые проходят подобный путь развития. Некоторые из них, в отличие от цивилизации Земли, достаточно быстро прошли этот путь. И земляне тоже должны понять и осознать свое предназначение. Я очень рад, что Димаш вывел на повестку дня этот вопрос. И, конечно, нам надо его поддержать. Завершает свою мысль Мурат Рина. Как много открытий и откровений происходит с людьми после просмотра нового шедевра от Димаша. Мурат Рина, как всегда, подкинул нам пищу для размышления. Не знаю, как вы, а я, пожалуй, пойду еще раз послушаю новую песню «Кайран Елим». Хочу тоже стать частью позитивного эгрегора на благо нашей планеты. Алга Димаш.